Сегодня очень прекрасный день, а это значит, что настало время шить вот такие прекрасные солнечные трусики с запахом. Трусики я шила из кружева шантильи. Смотрите, красивое, качественное, с ресничками. Оно не тянется, не эластичное. Это у нас будет передняя половинка. Задняя половинка у нас полностью идет из эластичной сеточки. Так, переходим к выкройке. Вам нужно взять выкройку стринг на завышенной талии из эластичного кружева. Вы скажете, почему из эластичного кружева, когда у нас здесь идет кружево не эластичное? Да, действительно, но смотрите, у нас здесь идет запах, и то есть регулировка. Вы в бедрах пройдете в любом случае. Это первый момент. Второй момент. Задняя половинка у нас идет из эластичной сетки. А сетка, как правило, она эластичнее, чем кружево. И вот за счет сетки у нас будет вот компенсироваться неэластичность передней детали. Переходим к моделированию. Смотрите, самое главное, вам нужно определить, какой вы хотите вот здесь сделать вырез. Побольше, поменьше. Я думаю, что где-то вырез 10 сантиметров, 7-10 будет идеальный. То есть, смотрите, я от середины откладываю по 5 сантиметров в каждую сторону. Проводим линию к боковым проймам. Смотрите, близко к ластовице лучше не проводить. Там будет вот эта вот паховая зона, когда вы садитесь, ножка сгибается, не очень удобно. Лучше подняться на 2-3 сантиметра и провести нашу линию. И здесь точно так же. Мы поднимаемся и проводим. Все, мы смоделировали. Поймите, здесь только ваша фантазия работает. Как вам нравится? Вы можете поэкспериментировать, попроводить линии, увести в другую сторону, посмотреть, как будет смотреться. То есть увидели? Да, больше нравится, отлично. Наоборот, ближе к ластовице. Но я сделаю вот этот первый вариант. Это передняя половинка. Задняя половинка у нас точно такая же. Мы ее перерисовали. И тоже делаем запах. Смотрите, у меня на трусишках задняя половинка чисто декоративная идет. Тут даже, видите, нет регулятора. То есть она буквально 5 сантиметров. 5-6. Вот у нас половинка трусишек идет. И мы от середины откладываем по 3 сантиметра в каждую сторону. 2,5-3 можно. То есть у нас небольшой запах идет. И этот запах должен быть тоже примерно вот здесь пересекаться. Если вы ведете дальше, да, линию вот так, он совсем маленький будет, то есть совсем не будет видно запаха. Поэтому он вот здесь где-то должен пересекаться. И я провожу вот так вот линию. И здесь точно так же. Дальше мы вырезаем вот это вот. То есть мы должны выкройку вот так вот вырезать. Вот. Одна деталь, и точно такая же зеркальная будет вторая деталь. Вот здесь мы ничего не вырезаем. На передней половинке у нас точно так же. Вот. Вот, а здесь пунктир. То есть мы вырезаем две таких детали. Это пошла деталь ластовицы. Перед раскроем хочу уточнить некоторые моменты. Смотрите, вы вот этот запах можете сделать с фестоном. Показываю. Вот так вот. У нас верхний край будет обрабатываться, боковые будут срезы обрабатываться, а вот этот край вы можете сделать красивый с фестоном. Но моя клиентка захотела, чтобы вот эта вот контрастная резинка выглядывала тоже спереди. Ну, эту резинку, в принципе, можно под фестон сделать, укрепление фестоном. Но вот клиентка захотела вот так вот. Я буду вот так кроить, а вы, в принципе, можете вот так вот раскроить. Потому что фестон, смотрите, какой красивый, да? При раскрое не забудьте учитывать припуски. У меня везде припуск будет в 1 сантиметр. Так, всегда совмещаем рисунок. Вот у нас лицо, складываем лицом к лицу. Так, вот у нас две детали. Далее кроим ластовицу. И не забывайте, что ластовицу нам нужно будет раскроить
из хлопка. Я буду использовать черную кулирку. Так, смотрите, заднюю половинку сетку я сложила лицом к лицу, сколола, и здесь также оставляю припуски в 1 сантиметр. Ну что, наша выкройка готова, теперь переходим к сборке. Берем 2 детали переда и детали ластовицы. Смотрите, 2 передние половинки смотрят на нас. Мы складываем их друг на друга. Вот так. Теперь нам нужно определить нахлест. Либо справа налево, либо слева направо. Но не забываем, что у нас здесь есть лиф. Чтобы это более-менее гармонично смотрелось, я предлагаю сделать такой же нахлест, как и на лифе. Скалываем эту деталь. Далее берем деталь ластовицы, тоже складываем с передом лицом к лицу. Ну, собираем как наши обычные трусики. Разворачиваем и прикладываем лицом к изнанке. Теперь мы должны здесь проложить строчку на швейной машинке, либо на оверлоке. Так, вот что у нас получилось. Мы выворачиваем. Все, теперь должны взять заднюю половинку. Задняя половинка. Точно так же складываем 2 половинки лицом на нас и скалываем. Скалываем вот здесь, близко к нижнему срезу. Ну, чтобы у нас тут все не перекосило, я вот тут еще скалю. Дальше, смотрите, берем нашу ластовицу, вот так вот складываем лицом к лицу, прикладываем. Дальше делаем нахлест из кулирки, скалываем. И точно так же прокладываем строчку на оверлоке. Вы можете проложить на машинке. Вот что у нас должно получиться. Дальше, смотрите, вы можете стачать боковые швы, либо можете начать обрабатывать наш запах. Я предлагаю стачать боковые швы сначала, пока у нас оверлок под рукой. Складываем лицом к лицу. Если у вас оверлока нет, вы можете сделать закрытый бельевой шов. Так, скалывайте. И прокладывайте строчки на оверлоке, либо на машинке. После этого мы переходим к обработке нашего запаха. Начинаем обработку мы с той детали, которая снизу. Начнем с передней. Берем нашу деталь. Обрабатывать я буду резиночкой. И, как обычно, прикладываем резинку на лицо. Фестон смотрит вовнутрь детали. Сильно мы не натягиваем, буквально слегка, чтобы у нас резинка не шла волной. И прокладываем строчку зигзаг близко к фестону. Настройки зигзага. Ширина 3,5, длина 2. Так, что делаем дальше? У нас, видите, лишнее мы должны срезать. Потом отгибаем резинку наизнанку и прокладываем строчку близко вот к другому краю. Но если вы смотрели видео с лифом, вы помните, что на детали, которая у нас идет желтая, я буду использовать желтые нитки. Вот как это выглядит. Смотрите, как красиво и аккуратно. Вы можете использовать черные нитки, но мне нравится, когда вот на желтом желтые. Точно так же обрабатываем верхнюю половинку. Вот что у нас получилось. Смотрите, все красиво, аккуратно. И все, переходим к обработке задней детали. Заднюю деталь мы точно так же обрабатываем резинкой. Ну что, наш запах я обработала. Видите, даже сделала тут маленькие закрепульки. Такие вот аккуратненькие. И с этой стороны также. Все, нам осталось обработать окату ножек
мы его уже умеем обрабатывать, да. То есть мы также прикладываем нашу резинку, прокладываем строчку близко к фестону. Не забывайте про коэффициент эластичности резинки. Останется нам обработать только верхний срез. Момент с регуляторами я вам покажу и покажу, как я резинку соединяю в колечко. Так, смотрите внимательно. Шов мы отгибаем на сторону задней половинки. Прикладываем нашу резинку. Смотрите, и мы прям вот с этого шва, с начала шва, не с передней детали, а с начала шва начинаем шить. Мы доходим до нашего начала. Мы должны, видите, совместить фестоны. Фестон над фестоном. И мы должны сделать вот такой небольшой нахлест, буквально на ширину фестона. Все. Здесь мы можем сделать закрепку. И смотрите, достаем, лишние нитки обрезаем. Далее отрезаем вот здесь под корешок. Вот так вот. Видите? То есть у нас вот здесь нахлест есть. Видно вам? Вот видите, у нас здесь нахлест есть. То есть резинка никуда не денется. Сейчас мы лишнее срежем, отогнем деталь на изнанку, будем прокладывать близко к этому краю. Но когда дойдем до конца, мы должны здесь будем мелким-мелким зигзагом прострочить закрепку. Смотрите, мы дошили до конца и сделали вот здесь закрепку. Видите? Так оставить нельзя, потому что вот это будет, вот эта резинка у нас не запечатана. Мы сейчас должны ее мелким зигзагом запечатать. Показываю. Вставляю иглу в шов. Вот на стык резинок, где идет нахлест. И у меня зигзаг ширина 2, длина 0,9. Прокладываю такой мелкий зигзаг. Не забывая сделать закрепки спереди и сзади. Вот что я имела в виду. Вот видите? Сейчас фокусирует. Вот. У меня тут резинка запечаталась. Лишние нитки мы обрезаем. Спереди у нас тоже, видите, все аккуратно. Нам осталось обработать верхний срез и сделать декоративные резиночки. Смотрите, здесь мы будем пришивать резинку и оставлять вот такие хвостики. Пришили, потом мы ее отогнем. Хвостик нам нужен для того, чтобы потом вставить колечко. Рядом нет колечка. Вот смотрите, что получилось у нас. Мы обработали. Хвостики оставили. Теперь в каждый хвостик мы должны вставить колечко. По колечку мы ставили. Теперь вот здесь должны сделать закрепки. Мелкие. Везде. Вот здесь близко, прям к краю. И лишние хвостики мы потом обрежем. Смотрите, ширина закрепки. Я беру зигзаг. Ширина 1,5, длина 0,9. Показываю, что у нас получилось. Видите, мы вот здесь вот проложили закрепку и срезали. Все лишнее тоже убрали. Смотрите, все аккуратно и красиво. Дальше переходим к декоративным резинкам. Регуляторы я сделаю только спереди, а сзади я не буду делать регуляторы, я просто сделаю отрезок такой из бретелечной резинки. Как мы их рассчитываем? Смотрите, мы замеряем. У меня получается на задней половинке 3 сантиметра, плюс 2 сантиметра с каждой стороны, чтобы подогнуть и прошить. А спереди у нас будет регулятор. Мы измеряем расстояние, получается 7 сантиметров, плюс 3,5 на регулятор. Вот чтобы у нас ход регулятора был. И по 2 сантиметра с каждой стороны на припуске. Итого получается у нас 14,5 сантиметров. Но я сделаю 15 сантиметров первый отрезок, а второй отрезок у меня будет 7 сантиметров. На задней половинке мы просто пришили отрезок. А для передней половинки мы должны сделать наш регулятор. Вставляем отрезок в рамку. Припуск 2 сантиметра, видите, и здесь вот прокладываем закрепку.
Вот что должно получиться. Красота. Далее мы вставляем наш регулятор в колечко. Потом снова в регулятор. Собираем, как обычную бретельку. Вот, видите? И снова в колечко. И все. И вот здесь прокладываем закрепку. И вот так у нас получится. Посмотрите, какие замечательные трусишки у нас получились. Как они сидят. Сзади тоже все прекрасно. Я хочу напомнить, что в прошлом видео мы с вами шили лиф. Вот этот вот замечательный, красивый. Посмотрите, какой комплект получился. Ну, сказка. В общем, если вам это видео понравилось, не забудьте подписаться, поставить лайк. Ну и напишите в комментариях, шили бы вы такой комплект или нет. Все, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.